Они могут бросать предметы в человека. Такой степени контакта у меня никогда не было. Д. Е. Хрип мертвеца. Или почему вы остались в этом мире? Всем привет, друзья, меня зовут Тим Морозов. Про этот дом мне рассказал мужчина. И скажу наперед, он очень сильно переживал и, если можно так сказать, раскаивался. Его дополнительный доход был тем, что он вламывался в заброшенные чужие дома, искал цветные металлы, возможно, что-то ценное, иногда даже находил тайники. Он также влез и в этот дом, приступил к делу. Поначалу все было тихо, но потом понемногу начало что-то происходить. Как говорит он, что-то бесовское. Сначала в другой комнате что-то разбилось. То ли ваза, то ли бутылка, в общем какая-то посуда. Он не обратил на этого сильного внимания. В старых домах бывает что-то падает, особенно когда полы ходят ходуном. Но потом сзади себя он слышал движение стула и всем телом почувствовал, что сзади кто-то стоит. Он обернулся, но там никого не было. Им уже овладел страх и сильно разболелась голова. Он продолжил разбирать телевизор. После этого паранормальная активность начала только нарастать. Он услышал хлопки, повторяющиеся и громкие. Невольно пошел на звук. Он увидел, как дверь шкафа сама открывается и закрывается. Он говорит, что стоял в ступоре, пока в него не прилетел стул. Стул ударил его и повалил на пол. И тут же с кухни, где заколочены окна, где было все время темно, послышался хрип. Как он его описывает, это хрип мертвеца. Ничего уже не понимая, он выбежал из дома, выкинул все вещи, взятые здесь, и уехал. Больше ни в какие дома он не залезал. Все кажется просто, что-то защищало свой дом от воров. Но, возможно, здесь поселилось нечто, что поселяется во многих заброшенных годами домах. Поселяется в грязи и при возможности питается страхами. Сегодня я постараюсь это выяснить. На самом деле, друзья, по этому месту, что я могу сказать? Лично мне здесь довольно-таки жутко. Одно кресло, что вызывает прям неприязнь. Выглядит, конечно, впечатляюще. Ну, возможно, что вся эта жуть — дело рук, слов этого человека, который мне рассказал эту историю. Ну, увидим. Здесь есть кто-нибудь? Если в этом доме есть духи или паранормальные существа, вы можете дать мне знак. Итак, друзья, рация у меня сейчас лежит в той комнате. Это вот здесь. Приблизительно справа на этом стуле. И если в этом доме есть духи или паранормальные существа, вы можете дать мне знак. Друзья, по рассказам этого мужчины, именно с этой кухни, с этой комнаты, и он услышал хрип мертвеца, как он его описал. Здесь действительно заколоченные окна, и сюда даже днем не попадает свет, практически не попадает. Здесь есть кто-нибудь?
Друзья, здесь комната, получается, коридор и лестница на чердак. Сейчас был странный звук. Но, возможно, просто собирали полы, ничего страшного в этом нет. Друзья, к сожалению, а может быть и к счастью, но в моем присутствии не бьются бутылки и не летают стулья. Возможно, это из-за того, что я пришел в этот дом не своровать, а искать призраков. А возможно, здесь никого никогда и не было. Следовало бы ехать домой, но я устал, да и путь домой не очень близкий. Поэтому думаю переночевать тут. Что я встал сегодня рано и очень сильно устал. Я уже готов уснуть, но нужно приготовиться ко сну и сходить в машину за кроватью. Тем более, что я встал сегодня рано и очень сильно устал. Я уже готов уснуть, но нужно приготовиться ко сну и сходить в машину за кроватью. Камеры я на всю ночь оставлю включенными, вдруг я ошибаюсь. Попробую провести съемку в таком формате. Лягу спать, камеры оставлены во всем доме. Они записывают, аккумуляторы подсоединены. До утра должно хватить. Если что-то будет на камерах, то я обязательно покажу. Если на камерах мне не удастся ничего заснять, ничего не будет паранормального, то показывать будет нечего.
Час 47. Друзья, сейчас в этом доме приснился кошмар. Будто я иду по веревочному мосту над пропастью. Подо мной скрипят доски. Я встаю на одну из досок. Она ломается, я проваливаюсь и падаю вниз. Время сейчас 44. Твою мать. Могло ли быть это чем-то естественным? Там есть кто-нибудь в кресле? Тут кто-нибудь есть? Этот прибор показывает, что здесь нет паранормальной активности. Но я не знаю, как такое может быть. Ладно, шкаф. Но кресло начало шататься. Это не может быть естественным чем-то. Никак. Я положил в кресло куклу. Если кто-то вновь сядет на это кресло, то кукла подаст сигнал. Также положил рацию. Охренеть. В этом кресле сейчас сидит призрак. Интересно, она знает, что я тут? Черт. Ну,
выбросила мою куклу. Видимо, она знает. Твою мать. Здравствуйте. Могу ли я с вами поговорить при помощи рации? вы Можете сказать, кто вы? Черт. Моя рация вылетела. Я не желаю зла ни вам, ни этому дому. Я ищу призраков и хочу узнать у вас про... Загробный мир. Вы мне можете ответить? Черт. Я не понял ни единого слова. Как вас зовут? Как вас зовут? Она куда-то отбросила мою рацию. Расскажите, что за мир, в котором вы находитесь, или почему вы остались в этом мире? Она, походу, разозлилась. Я не желаю вам зла. Я просто хочу узнать ответы на свои вопросы. Почему вы не хотите мне помочь? Черт. Черт. Охренеть. Черт. Если вы способны двигать предметы, может быть, вы сможете ответить на мои вопросы при помощи доски Уиджи. Я обращаюсь к вам.
кто сидел в этом кресле. Если вы можете двигать предметы, вы можете подвинуть этот челнок, этот указатель, и сказать, как вас зовут. Что это, мать твою, здесь клипы оттуда? Это с того зеркала. О, Н. О, оно, М. Е. Н. Я, меня. Д. Е. Р. И. Т. Оно меня держит. Кто вас тут держит? Черт. Я? Кто ты? Черт. Друзья, такой степени контакта у меня никогда не было. Да, у меня летали предметы, но, как мне кажется, больше напугать, чем причинить вред. Здесь же мне в голову прилетела банка. Я, честно говоря, боюсь возвращаться в данный момент в этот дом. Сейчас я пойду в машину, уже расцвело. Попробую аккуратно пройти в дом и посмотреть, что там. Блин, а в доме как будто бы еще темно. Надо собираться уходить. Этой ночью я узнал, что в этом доме есть паранормальные силы, и они очень сильные. Они могут бросать предметы в человека. Помимо зла, в этом доме живет призрак. Он заточен в этом доме. Но все может быть, конечно, иначе, и нет никакого призрака, а это все дело рук темных сил. Призрак мне так и не назвал свое имя. Не знаю, вернусь ли в этот дом или нет. Если вернусь, то надо будет как-то себя обезопасить, защитить от этих темных сил. Но пока отправляюсь домой. До скорых встреч.